Очередь засосалась минут за 20, наверное, мы прошли, может даже 15. Потихонечку подъезжали. И подъехали, и все. Потом второе окошко заработало. И вот мы уже в Хорватии. Да, в Хорватии, Дубровник. В общем, мы заселились, припарковали байки. Хозяин тоже оказался мотоциклистом. Вот его бусик стоит. И что? Ну, это самое. В общем, ездит на Априле Капонорд. Постояли, потрындели, да и все. Сейчас побежим в город кушать, пить кофе, смотреть на стены. Мы в Королевской гавани. Ура! Дубровник, конечно, очень красив. Даже представить не могли себе, насколько. Взяли с Викой карту, подошли к городским воротам. Сейчас пойдем исследовать Дубровник. Конец сезона, но в городе все равно очень много туристов. Вечер, не протолкнуться. Что здесь творится в сезон, мы не представляем. Но город безумно красив. Мне кажется, я часто говорю слово «безумно». Людей. Главным воротам. Пытаемся пройтись по местам Игры престолов. Не уверен, насколько это получится. Что как-то неожиданно много людей. Мы рассчитывали, что в конце сентября не будет никого. Ну, возможно, да. Мы завтра в 5 утра встанем и пойдем гулять. Это кайф. Красиво. Вот старые стены. Улыбнись. Очень красиво. Shame, shame, shame. В обратную сторону идти. Лестницу заполонили, не присесть, не встать. Столько народу сидит. Все, наверное, сгорают от стыда. Еще вчера произошла оказия, на улице было очень жарко, солнечно. Я оставил ботиночки на крыльце, чтобы проветрились. А ночью пошел дождь.
Теперь мы сушимся. Выезжать минут через 10, на нее часик постояли. Хорошо, что взяли с собой сушилку. Надеюсь, поможет, иначе поеду в мокрых. Закончились флешки. Решили зайти купить новые в магазине. Хозяин на складе. Сейчас прибежит. Мы все еще в Дубровнике. Стоим, ждем. Тетенька какая-то ждет. Ехали на устричную ферму. Вика не стала по гравию заезжать. Поставили там мотоцикл. Вот ферма. Такая деревушка хорватская. Хорошая. Приятно. Очень нравится. Чем мы, конечно, Хорватией впечатлены. Куда глазом не ткни. Не ткни. Всюду прекрасно. И виды, и люди пока еще, и дома. И солнечно. Зашли в семейный ресторанчик с устрицами и рыбкой, в общем, всякими морепродуктами. Очень красиво. Пашка распаковывает дрон. Она уже отделенная. Жевать надо? Я пожевала. Нормально. Холодненько. Солененькая. Холодненько. Без рвоты ходил. Еще будешь есть такое? Когда-нибудь. Вместе с тобой.
Нашли свекая номера за недорого, с видом на море. Красотища. Это заброшенная здравница. В очень красивом месте. С сосной во дворе. Наверное, времена, когда была Югославия, пользовалась спросом. А сейчас никому не надо. Но все чисто, аккуратно. Можно зайти, погулять, нигде не закрыто, ничего не обваливается. Все в нормальном состоянии в целом. Что ему камешки кидают? Опять забыли посмотреть прогноз. Блин, не забыли, а не подумали посмотреть прогноз. Лежим под дождем, мокнем. Вчера ночью не искупались, потому что было темно. Решили утром искупаемся. Утром уже не будем купаться. И полежим минут 10. И будем под дождем собираться. Поедем в Сплит завтракать. Такие дела. Сила? Да, запихнул. Выселились потихонечку. Ты выйдешь? All the best. Yeah, thank you. See you in Denmark next year. Maybe. Next year. Oh, the weather is bad there too. Yeah. Yeah. We are going to Nordkapp. Nordkapp. Yeah. Oh, nice ride. Thank you. Bye bye.
Вчера вечером было солнечно, приятно, и мы решили, что так и будет продолжаться. Прогноз погоды не смотрели, тент в палатке не растягивали, просто накинули внешний на внутренний сверху. А ночью началась гроза с молнией, с громом. В итоге под утро, естественно, тент там в местах прилегания к внутреннему начал протекать. Чуть-чуть натекло во внутреннюю палатку. Вещи наши все лежали на мотоциклах в 5 метрах от палатки. Соответственно, чтобы их схватить, донести до палатки в сухое место куда-то, нужно было под дождем забежать, залезть под чехол мотоцикла, забрать вещи, назад, все это под дождем, либо под дождем одеваться. Какого-то навеса в кемпинге не было. Было пару зонтиков, но там сидели люди уже, и пускать нас они особо там не хотели никуда, и ей все равно туда нужно было бежать под дождем. Вот, короче, мы пока встегнулись, трошки подмокли, потом под проливным дождем собрали лагерь. Ну и доехали до города Задар, или Задар, хорватского, на побережье. Сняли здесь прекрасный домик. Первым делом развесили все сушиться, палатки, чехлы, одежду. Сейчас стираемся. Вот, сгоняли уже в душик. Все хорошо, высохли. Вот, ну, конечно, утро у нас было трохи подпорченное. Ну, это часть приключений. Зато было весело и запоминающееся. Сейчас пока погода еще пасмурная, но как только мы отсюда уедем, здесь выйдет солнышко. И все выходные будут солнечно и приятно. Мы сейчас пойдем гулять по городу, а завтра едем в Загреб. Центральная площадь Задара. Вон храм 11 века. Чем известен... Вик, пойдем туда? Чем известен Задар? Во время 4-го крестового похода воинство Христово взяло христианский Задар штурмом и разграбило. Задар в то время принадлежал венграм и по могуществу соперничал с Венецианской республикой. А крестоносцы, которые шли в поход в Святую Землю, собственно, должны были переплыть в Египет на кораблях, одолжили эти самые корабли у венецианцев за большую сумму денег. Когда крестоносцы собрались, полную сумму собрать они не смогли. Сели ожидать остальных братушек на острове, и пропили, проели все, что у них было из личных средств. В общем, венецианцы подсуетились и говорят: хотите денег, хотите, чтобы вам долг простили, уничтожьте Задар конкурентов. Ну и все, и крестоносцы взяли штурмом город, уничтожили его, разграбили, тем самым выплатив долг венецианцам. Папа, который был на то время всех участников разграбления, отлучил от церкви, но через несколько лет долучил назад, прилучил, уличил, прилучил назад. Приобщил. Приобщил, да. Политика. После штурма ехать в Святую Землю было уже достаточно поздно, сезон закончился, поэтому войско осталось зимовать в Задаре. За это время провели политобработку и обвинили во всех несчастьях воинства Христова Константинополь и константинопольского монарха. И следующим шагом, в следующем году воинство Христово взяло штурмом и разграбило Константинополь, который тоже был христианский. Вот такой вот крестовый поход против неверных. Саркофаги без жильцов. И там
там тоже никого нету. Можно посмотреть римский капитальный шрифт. Вика говорит, что это римский капитальный шрифт. Капитальный или капитольный? Вика, время пить пиво. И тут никого. Это колонна позора называется. Расположена на центральном, хорошо заметном месте, находится недалеко от других мест, такие как колодец, фонтан. Каменная колонна отличается строгим дизайном и лишенных сложных орнаментов. Внушительный внешний вид отражает суровость публичных наказаний, которые когда-то здесь применяли. Короче, колонна позора. Привязывали бандитов, воров, проституток и актеров. Тем самым проявлялось коллективное правосудие и причастность жителей города к правосудию. Зашли в ресторанчик, взяли всяких закусочек, винчик, пиво. В 2 раза больше и в 2 раза дешевле, чем в Дубровнике. Ну да. Мясная нарезка. Ну как нарезка? Ну да, нарезка. И рыбная тарелка. Но она такая здоровая. Тут в целом, мне кажется, одной тарелкой наесться можно. Приехали в Загреб, встретились с коллегами, с друзьями. Стоят, трындят. Яшка. Мужик на коне. On this main street, everyone just does this. Там что-то типа свадьбы. Флажками машут. Давайте, помашите ручками. Particular part for me is feeling like somewhere in the north, like in the Baltic countries. Yeah, a little This, bit. this, Yeah, this stuff. yeah.
And because of this guy. with Yeah, the- yeah, absolutely. Я сейчас говорю, где вот арма. Do you remember which steps now open? Because it's one was closed. We need to Фатиный па. because I think this is fucking fun. This girl with the baby, everyone knows her. You see this She's always here. everyone. You see She's always here. yeah, she's everyone. You babysit her. В 8 утра в отелечке сервировали завтрак на двоих. Будем кушать. По-моему, самое, наверное, одно из самых тихих и безмятежных утр за все время. На улице туман, солнышко. Потихонечку теплеет. И это будут и самые солнечные дня за все время. Транзитных. Надеюсь. Бон аппетит тоже. Так, ну, мы совершенно случайно остановились в городке Птуй. Покупали виньетку, остановились. Словения единственная страна на нашем пути, в которой продается виньетка на мотоциклы. У всех остальных проезд бесплатный. Искали гостишку, хотели доехать до города Марибор. Но посмотрели, что рядом в Птуе тоже неплохо. Оказалось, что Птуй – это первая старейшая столица Словении, старейший город Словении. Недалеко отсюда есть стоянка первобытных людей. В свое время тут стояли римские легионы. И был очень большой и важный город. В темные века население около 30 тысяч человек, что больше, чем в Лондоне и Париже. Во время там завоевания викингов. Но потихонечку торговые пути начинают проходить рядом. И город не то чтобы хереет, но теряет свое значение. Сейчас это маленький городок, 25 тысяч жителей. Здесь есть прекрасный замок. Вернее, уже, наверное, дворец. Когда-то был замок с 9 века. Потом потихонечку перестраивался. Как только город потерял свое значение, замок потихонечку превратился в дворец. Вот. Короче, городок очень классный. Тут так тихо, спокойно. Мотоциклы первую ночь, наверное, за 2 недели ночевали под навесом. И это первая ночь, когда не было дождя. Даже маленького, ничего не накрапывало. Вот. Нам до дома осталось 1000 с небольшим километров. Ну, с одной ночевкой доедем, надеюсь. Не спеша. И, скорее всего, это будут единственные дни без дождя за все наше путешествие. Те самые транзитные, где мы будем просто пилить по трассе, никуда не сворачивая. С утра был туман. Красиво-красиво. Газончики стрижены, дома аккуратненькие. Остановились мы в семейной гостинице.
Тут скорее так, пару номеров при ресторане. Ну, номера средненькие, семейные. Ничего такого. А вот кухня прекрасная. У них здесь свой шеф. Видимо, мама кого-то из хозяев. Но готовит классно. Утром нам на двоих в 8 утра сервировали завтрак. Прекрасно поели. Расступился туман. Стал виден дворец местный. Еще у них тут своя винодельня, много вина. В общем, место козырное, можно просто приехать. Смотрели прогноз. Вроде бы на нашем пути следования дождей не предвидится. Везде солнышко. Самое время ехать в новый отпуск. Поедем скоростными трассами. Сегодня пересечем Австрию. Ночевать будем либо уже где-то в Чехии на границе с Польшей, либо, может, уже даже до Польши доберемся. Мимо Вроцлава не поедем. Мало ли будут какие-то перекрытия, подтопления. Вот. Но, скорее всего, поедем через Позный. Поехали. Замок прекрасный. Там современный дом. Ты, может, за водкой сегодня напиши Чехия, да и все. Ух ты! Вкусняшка!
Thank